Добро пожаловать на канал. Это моя авторская история. Кейл после несчастного случая не мог ходить. Каждый день Дэвид тайно приходит к нему и заботливо ухаживает за ногами. Приятного просмотра. Марсело Брукс сидел в своем кабинете на втором этаже особняка в Вашингтоне, наблюдая через окно странную сцену уже третий день подряд. Каждый день примерно в 3 часа во двор забирался худой мальчик лет 10 с старой миской, спокойно пересекая газон и подходя к сыну Марсело, Кейлу, который уже 2 года не вставал с инвалидной коляски после падения с дерева во дворе. Мальчик, Дэвид, начинал аккуратно мыть ноги Кейла, и, несмотря на удивление Марсело, сын впервые за долгое время показывал живой интерес. Вода была теплой, с солью и травами, а движения Дэвида мягкими и сосредоточенными, словно он следовал древней инструкции, переданной его бабушкой. Сначала Марсело думал, что это глупость, но потом заметил, как лицо Кейла оживает, как пальцы ног начинают реагировать на прикосновения, что казалось невозможным после всех консультаций врачей. Отец Дэвида, Джонас, в конце концов пришел и понял, что сын действительно помогает. Марсело, пораженный чистой решимостью и заботой Дэвида, предложил оплачивать его учебу, чтобы мальчик мог продолжать помогать Кейлу. Так они начали ежедневный ритуал. Дэвид каждый день мылил и массировал ноги Кейла, используя свои знания о травах и телесных ощущениях. С течением времени Кейл начал чувствовать свои ноги, а затем сделал первые осторожные шаги. Лечение сочетало простые элементы: вода, травы, внимание и терпение, но эмоциональная поддержка оказалась ключевой. Постепенно Дэвид и Кейл стали не только учителем и учеником, но настоящими друзьями, обмениваясь знаниями и опытом. Через несколько месяцев Кейл смог самостоятельно встать и пройти несколько метров. Марсело и его жена Хелена наблюдали, как сын возвращается к жизни, а маленький Дэвид продолжал работать без вознаграждения, веря, что его миссия — помогать. В дальнейшем Дэвид поступил в колледж на нейронауку, а Кейл продолжал развиваться, доказав, что терпение, забота и вера могут творить чудеса там, где медицина признает невозможное. Вот такая удивительная история, дорогие друзья. Напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. Будем рады видеть вас снова.